Следующая тема. Вчера у нас прошла 12 сентября конференция Apple. Я не знаю, смотрели вы или нет, я смотрел. И, собственно... много времени, а я лишь так на хайлайтике гляжу. У меня фоном она работала. В общем, я был вчера, сказать, очень сильно удивлен, то, что AAA проекты начинают завозить на мобилочке. То есть мы не будем сейчас обсуждать в целом конференцию, да, там, по поводу обычных 15-х айфонов или там Pro Max или Max айфонов. Меня заинтересовал тот факт, что на максимальной, вообще на 15-й линейке айфонов можно будет играть в AAA проекты, как минимум уже Resident Evil 8, Village, да, Resident Evil Village анонсирован, который выйдет в течение, до конца этого года, точнее, 4-й ремейк Resident Evil, который выйдет до конца этого года на 15-й iPhone, и Death Stranding, Director's Cut, и, соответственно, еще у нас в следующем году выходит Assassin's Creed Mirage. Слушай, пусть все игры выйдут на айфонах, я буду счастлив, если у человека будет выбор. Но когда ты говоришь «можно играть», ты не забывай, что есть как бы две составляющие. Можно играть, это составляющая железная, то есть, грубо говоря, игра идет или не идет. И железно там супер... Да, прекрасные новые эти А17, 18, 19, 20. Понятно, что как бы мобильные технологии, в общем, с поправкой там на что-то, они довольно быстро догоняют довольно затормозившие, в хорошем смысле, технологии крупных систем, и поэтому на самом деле процесс начался раньше, примеры можно находить, мы можем уже запускать много хорошего на своих мобилках. Второй вопрос, и это ключевой вопрос, user experience. И для меня при всех потугах, усилиях геймдизайнеров сказать мне, что Touch — это крутое управление, я этого не смог сделать. Да? То есть, может быть, я старпер, и я вижу поколение новых геймеров, да, которые изначально с детства уже тапают, и они на каком-то уже совершенно другом сенситивном уровне ощущают игры. Для них таппинг — это так же хорошо, а может быть даже лучше, чем кликанье мышкой и клавиатурой или геймпадом. Но, мне кажется, для массового геймера это все еще вопрос. И, тап — это тап, с ним ничего нельзя сделать. Его можно либо закрутить в специальный крендл, который даст тебе кнопки, и это, например, мой выбор, если я пойму, что какая-то очень крутая игра есть на телефоне, и больше нигде ее нет, что пока не так, да, и мне надо в нее поиграть, да, я куплю себе этот крендл. Либо, и вот здесь, мне кажется, интересно, и куда мы с этим придем, хороший вопрос, это как раз нейротехнологии. Наверное, ты видел, как несколько дней назад всех бомбанула девочка, которая играла то ли в Halo, то ли... в какой-то шутерок. Halo я видел, да, я делал. Она играла в шутерок, по сути, нейроуправляем. То есть, когда ты можешь отдавать сигналы мозгом, да, а там на кнопки или даже на тач отдать уже какой-то минимальной часть управления, когда тебе не нужно переставлять пальцы, из-за этого уже вся проблема тач-управления, да, там, где у тебя тач, где у тебя что, ты не чувствуешь. Когда ты поставил кнопку и просто там что-то вводишь немного, совсем другой разговор. Если ты можешь перевести часть управления в другую плоскость, да, то есть управлять как-то еще, не пальцами по тачу, то здесь это интересно. И вот, мне кажется, смычка, она здесь. Как только у нас произойдет смычка новых типов управления и мобильных технологий, произойдет взрыв. А пока это маркетинг. Выбирая между возможностью поиграть на телефоне в Assassin's Creed или на любой другой платформе, включая Switch, причем current gen, да, который там может не вытягивать что-то очень сильно, я выберу Switch, потому что кнопки, управление, user experience для меня намного ценнее, чем там абсолютно крутая графика на телефоне. Насколько я знаю, они там вообще в 30 FPS будут работать, то есть там не супер прорывное. То есть даже условно... На свитче оно тем более будет работать больше, чем в 30 FPS. Но для меня кнопки супер важны, да? Нет, то кнопки, есть безусловно, для игр обыгрывает пока еще, да, устройство, созданное немножко для других вещей. Телефон создан для другого. Есть всего лишь несколько жанров, например, Tower Defense, который идеально ложится на таппинг. Или там квесты, поиск вещей и так далее. Но попытка затащить туда экшон, мне кажется, на больших цифрах все еще проваливается. И эти попытки не окончены, геймдизайн не стоит на месте, пытаются, придумывают, тут больше скажет Паша,
Вот. Но мне кажется, на больших цифрах это все еще маркетинг, да, это лишний повод купить, чтобы козырнуть. А вот я могу играть в новейшую игру на своем телефоне. Но будет ли человек играть? Будут ли человеки в большом количестве играть в эти игры на телефоне? Я не уверен. Я Опыт полностью соглашусь, Ивана, и- опыт я посложнее. полностью соглашусь, что это маркетинговый ход, потому что, ну, условно, я там, имея, да, там, хороший, топовый, условно, Android-телефон, который там без проблем тянет и Diablo Immortal, да, и Divinity Original Sin, мне все равно некомфортно играть на таче, потому что, ну, все-таки для меня мобильный телефон — это, ну, интернет и, ну, как бы общение, все. То есть для меня, именно для меня мобильный телефон создан для общения. Нужен, точнее. В этой А, связи, как бы на самом деле об этом на форумах сказали довольно быстро, промелькнуло вчера. Там такая мысль возникла, порядке шутки, а на самом деле я подумал, нифига не шутка. Если вы выпускаете 5 линеек телефонов ваших Pro, то если вы считаете, что игры для вас уже имеют большое значение, то вы либо действительно выпускаете отдельный телефон, у которого будет уже, например, на задней стенке, на задней, да, не на передней, уже какие-нибудь стики, ну ну или да. что-то такое, да, который позволит тебе управлять именно играми. То есть это заточенный Pro-версия под геймеров. Либо вы делаете действительно совместно там с Razer или с кем-то еще Крендл, который этот гейминг ну, делает очень крутым и удобным. Вот это, мне кажется, вполне нормально, потому что это, ну, как бы точно направляет аудиторию, ту, которая хочет от телефона, то есть понятно моя мотивация, да, если я, вот, например, хочу играть на телефоне. Типа, я не хочу покупать кучу устройств, я хочу одно устройство, где я имею весь опыт. И смотрю кино, и разговариваю, и у меня там вся работа, и еще могу вечером поиграть. Но для этого я вот беру себе специальную Слушай, Pro-версию для но геймеров. Мне цена интересно, но 1000 они это не баксов. делают. 1000 баксов цена, понимаешь? То есть ты за $1000 условно можешь купить 2 Xbox X или 2 PlayStation 5. То есть по факту... Смотри, а, так люди не считают. Люди зачастую считают... Смотри, в телефоне, в айфоне еще есть момент представительности. Смотри, я плачу один раз и получаю представительский девайс, который умеет все, в том числе в игры. Вот сейчас он умеет в игры номинально. Если будет специальная геймерская версия айфона или, как я уже сказал, ее не специального будет. Kindle, то есть как вот это супернативного устройства, Apple, кстати, не так уж и плохо умеет, что называется, в периферию, да, в том числе собственную. Ну, вспомним AirPods. То что нам мешает, да? Особо ничего. Поэтому вот в эту сторону, если они пойдут, тогда да. Пока они просто говорят, что на нашем камешке кремния идет там в 30 FPS новейшая игра, я говорю, замечательно, да вообще давно пора. Спасибо большое. Но играть я в это, конечно, не буду. Паш, Ну, у тебя какое-то мнение-то есть на эту тему? Да, мне кажется, что я согласен с тобой, что это скорее маркетинг, мол, посмотрите, какую железку мы сделали, какой у нас мощный чип, вот у нас даже там рейтрейсинг есть, и поэтому мы позвали вот Capcom и прочее, чтобы они вот игры выпустили. Но я не понимаю, кто этот человек, который купил себе премиальный iPhone, ну, то есть самый дорогой, потому что только Pro-версии смогут так себя вести. Плюс, напомню, что, по-моему, только Pro Max версия обладает там каким-то самым большим объемом, ну да. игры вряд ли будут весить Ну и 2 экран должен быть гигабайта. все-таки, да, большим, чтобы Вот. удовольствие. Поэтому я не знаю, кто это. Ну, то есть премиальные айфоны покупают, скажем так, премиальные люди. Ну, типа, не... Мы, конечно, знаем, что там вот там у богатеньких детей, может быть, тоже, но это очень узконаправленная история. И вообще, в принципе, iPhone, да-то, если мы говорим про Pro-версию, он более, ну, премиальный для людей побогаче. Я сомневаюсь, что эти люди побогаче будут действительно играть в Resident Evil на своем телефоне. В максимум они просто, ну, запустят, чтобы посмотреть, оно работает. Потому что, опять же, у премиальных людей либо нету времени на игры, они занимаются бизнесом, а не играми, либо у них уже просто все есть, и консоли, и большой телевизор, и, ну, то есть вот мы возьмем, например, какого-нибудь Вилсакома, который наверняка купит себе самый крутой телефон, ну, iPhone самый прошный там и прочее. И вот я уверен, что он ради контента и там ради какого-то там пару минут резик поставит, но он все равно будет играть на PlayStation, на телевизоре. Так Вот, он чем вчера на сказал то, что айфоне. я его не прошел на плойке и навряд ли пройду на айфоне. Ну, типа, тут очень... Я уверен тоже, что это маркетинг и демонстрация того, посмотрите, какой мощный мы сделали чип.
Да, смотри, Так ну это как еще один момент. Apple довольно грамотно... Ну, да, давай. Нет, просто это на самом деле сообщение как... Мне не нравится, мне в целом не нравится, когда... Ну, точнее так, я в первое время очень умилялся, когда были переиздания на телефон, там, какой-то старой классики. Мне это прямо радовало, потому что я считал, что у классики вторая жизнь. Но когда вдруг оказалось, что на телефоны, ну, просто начали переиздавать с каким-то количеством, там, отрыва на несколько лет какие-то игры, просто увидев в этом install base какую-то нишу, причем as is, что называется, шлепая, ну, мне это всегда расстраивало. И мне не нравится, когда iPhone или вообще, в принципе, телефонные платформы являются таким, ну, не знаю, они донашивают старые игры на себе, да, как мы донашиваем за нашими там, более старшими братьями. Но то, что как бы дан четкий сигнал, ребята, вот вы сейчас сделали игру, и без необходимости оптимизации вы можете ее запустить у нас. Это хороший сигнал в сторону разработчиков, которые могут подумать, опять-таки, оперевшись на цифры install base и понимая как-то вообще, как ведет себя потребитель на платформе такой, как Apple, да, плюс как бы неплохая как бы, внутренняя уже софт-платформа, это Apple Arcade, да, которая там дает какие-то привилегии для разработчиков особенные. Вот они в это все сложив вместе, они могут подумать о том, чтобы какие-то специальные уже игры, которые не будут являться страшной уцененкой или там переводом в 2D там игр, которые были раньше в 3D. Ну, ты знаешь, да, огромное количество всяких там Deus Ex'ов и прочей, или там Хитманов на айфонах, да. То есть, когда мы берем большую игру и делаем для нее специальный контент для айфона, и это примерно та же самая игра. Это, условно говоря, примерно те же самые разработчики, это, ну, грубо говоря, встраивается в общий пайплайн, и это там экономически обосновано, потому что эти вот прошки, ну, понятно, что их не столько же, сколько свечей у народного населения, но все равно это и айфоны, да, это как бы второй, третий популярности бренд мира, и, наверное, людей, которые могут запустить эти игры на своих телефонах, там, с каждым годом будет становиться все больше. Нельзя игнорировать этот install base. Но сам факт, что, еще раз, эти игры могут перейти на этих телефонах, это сигнал разработчикам подумать о том, как бы им включать контент той игры, которую они делают для большого экрана, для классического гейминга, возможно, какой-то дополнительный контент, который может выполнять, например, функцию демо какого-то расширенного, но оптимизированную именно под тач, чуть-чуть подоизмененный, но не вывернутый наизнанку, не дауншифтенный до состояния там другой игры фактически. Но чтобы вот он тоже существовал. В этом смысле это интересно. То есть я не хочу играть в ту же самую игру, которую играл на PC, но сыграть в некую демку, которая покажет мне сеттинг, персонажей, атмосферу, все то, что возможно за счет графики, да, и возможностей современных, и даст мне пролог к тому, чтобы купить эту игру на большой платформе, это здорово. А если еще я смогу это сделать бесплатно, например, в рамках Apple Arcade, за который я плачу просто подписку, ну, то есть это нормальная Ну, история, да? кстати, да, в Вот. этом Мне есть было бы это смысл. интересно, да, то есть вот, а почему бы не сыграть? Вот, why not? Ну Вот. да, Вот это условно ты едешь в дороге, да, там какой-то анонс произошел какого-то проекта, и тебе там типа Apple Arcane предлагает скачать демку, посмотреть, и возможность сразу там после Тот прохождения же этой месседж демки... давным-давно был у Vita, да, когда вышел Golden Abyss, да, то есть этот Uncharted Golden Abyss конкретно под Vita. Понятно, что это был как бы тоже маркетинг, но это был сигнал. Ребята, смотрите, мы сделали командную консоль, которая, ну, выдает фактически, ну, тогда не совсем, но практически что-то сравнимое с большой консолью, и мы сделали для нее субтайтл, небольшую игру, по объему намного меньше, чем основной Uncharted, но вот она была как бы под мобильную платформу. Вы можете сделать то же самое. Тогда не пошло. Не было install base, не было там понимания, как в это все вкручиваться. Возможно, были какие-то железные проблемы оптимизации под эту платформу, потому что оптимизация все-таки была нужна более серьезная. Теперь iPhone, ну, с которым и так все работают, все прекрасно его знают, понимают, и намного лучше выстроена как бы эта история с приземлением игр на эту платформу с точки зрения дистрибуции всего, может быть, этот сигнал будет считан более активно. Все-таки Apple это как бы не Sony образца 10-летней давности. Мне вообще кажется, то, что Apple нужно делать уже свою игровую консоль. Ну, то есть объективно, да, то есть если они сейчас на айфонах пытаются продвинуть гейминг, понятное дело, то, что карманный гейминг, Ну, то есть, это если они прикольно. могут сделать наконец-то беспроводный, ну, в смысле, беспилотный автомобиль и вообще улететь в стратосферу. Они все-таки ориентируются они ориентируются всегда на универсального пользователя. То есть в Apple нельзя как бы упрекнуть в том, что они там ходят по нишам. Вот, они пытаются найти то, что нужно всем. Даже вот этот вот Vision Pro,
это все равно попытка сказать, через 10 лет мы все будем пользоваться вот этим. Мы пытаемся предсказать некий общий опыт, частным проявлением которого и будет являться гейминг, но частным. Они никогда не ходили в частные устройства. И сейчас Мне не пойдут. кажется, Vision Pro Другая не за- компания. ну, как бы, вот первая, как минимум первая версия Vision Pro, она будет немножечко провальной. Потому что все-таки я не отрицаю тот факт, что такие девайсы, как Vision Pro, должны существовать, и это наше будущее, но не в таком объемном формате, да, потому что когда ты ходишь, с очками, которые у тебя пол лица закрывают, это не очень прикольно. А если условно у тебя это будут стильные, модные очки, но при этом со всем функционалом Vision Pro, это будет уже круто. Вот это настоящее будущее. То есть, Ну, по у тебя факту, такой запрос, хотя когда ты оденешь эти очки, ты поймешь, тебе круто или не круто. И окружающие тоже скажут, круто или не круто. Это дискуссия, но главный состоит момент в том, что Apple с Vision Pro говорит, создает устройство для очень мультифункционального использования. Она, по сути, говорит, вы можете в нем делать все то же самое, что вы делали там на компе на нашем, с помощью нашего телефона, там, но вы получите это все уже на своей голове. То есть она перемещает некое устройство, универсальное устройство на голову. И как бы в этом цель миссия Vision Pro. Возможно, они опережают события, возможно, у них не зайдет, но то, что они берут вот весь свой универсальный набор возможностей, перемещают на голову, это факт. Они не будут перемещать на голову или только тебе в руки какой-то узкий сегмент под названием игровая консоль. Это не та модель, да. Microsoft этим могла заниматься, Sony тем более. Они девайсики, они мультидевайсные компании, да, там, а Microsoft, понятно, софтверная компания, которая решила... кстати, сходить. странно то, что Microsoft до И- сих пор не сделали свой шлем виртуальной реальности. То есть, условно, у Sony есть, Подожди, Apple... HoloLens — это проект Microsoft был, который подзастрял. Это был не виртуальная реальность, а именно дополненный. Это вот примерно то же Нет, а самое. я Ничего тебе... странного, я бы Нет, а сказал. я тебе говорю Ничего именно странного, да, виртуальная как бы можно реальность. писать большие фичера на эту тему, как они с этим манались. Это огромная дыра, если грубо говорить, да, в которой есть огромное количество технологических, а, пользовательских и иных проблем. И когда, ну, как бы, тебе кажется, да, что вот ты надо просто придумать какие-то веселые очки, с которыми все получится, оказывается, внутри необходимо решить такое количество проблем, чтобы это превратилось в приятный опыт, что вот все топтались у прихожей, и Apple, извините, полуобосравшись, тем не менее, решила первое сказать: ребята, вот мы первые, кто вот вам выдаст вам этот самый опыт, который будет адекватный, приятный и так далее. И то непонятно, будет ли он таким, но вот очень-очень много было проблем решено. Там же не зря Кук говорил, что там мы типа запатентовали, ну, то есть патентов, зашитых в этот Vision Pro, там больше, чем в айфоне в 4 раза. Это правда так, потому что, ну, к айфону все было готово. Нужно было сложить. Гений Джобса был в том, чтобы сложить. Они там не так много всего додумали. Они просто довели это все до ума и превратили в конфетку продукт. А здесь огромное количество проблем, которые надо было решить, инженерных, бифихиористских, извините за мой французский, каких угодно проблем. И они до сих пор не решены, они будут решать их по ходу действия. Слушай, Microsoft начали с этим раньше и не успели их решить. Vision Когда уже появился продукт, они это не выдали. Vision Pro, насколько я знаю, он еще доделывается. То есть, условно, нету полноценного готового продукта. То есть он выйдет только в следующем году. То есть сейчас, типа, Да. идет предмаркетинговая реклама, да, то есть, Скорее всего, условно... они... В начале следующего года. Да, в начале Во-первых, следующего они года. точно выпустят ограниченную серию, они не хотят, как бы, ну, возможно, будет больше заказов, чем как бы они готовы выпустить, но в любом случае тестируют. Зачем нужна первая маленькая серия? Чтобы, во-первых, не было антихайпа, да, во-вторых, чтобы можно было тестировать на большой аудитории и что-то изменить. А туда зашит огромный потенциал, как я понимаю, именно софтверного изменения, да, то есть как бы очень многое можно будет потвикать за счет апдейтов. Вот. В железе понятно, что они уже встали. Все, как бы вот железо оно сейчас. Исходя из пайплайнов как бы производства, вряд ли они что-то там кардинально поменяют. Ну, как бы некоторые элементы дизайна тоже могут поменяться, но я думаю, незначительно. Поэтому, ну вот они на какой-то момент зафиксировались, да, что у нас будет вот такое железо. Как Switch там с Nintendo зафиксировались. Ребята, вот на ближайшие 10 лет мы работаем на этом чипе. И это очень страшное решение для компании, потому что она не может прогнозировать, как бы мощность этого чипа и потребности аудитории, они за эти 10 лет вообще выдержат, не выдержат.
Nintendo гениально, да, то есть они взяли на тот момент не самый продвинутый чип, они не взяли там более продвинутую Тегру, они могли сделать сильнее, но дороже, да, они взяли не самый сильный, не самый дорогой, настолько оптимальную сделали коробочку, да, что эта коробочка 10 лет живет, и, в общем, на 10 лет проживет, и ни у кого даже не ёкнет претензий какие-то к ней предъявлять, она прекрасно справляется. И вот мы сейчас находимся уже в моменте перехода вот к этим самым виртуальным аугментированным реальностям. Вот первый, кто входит на эту территорию, он страшно рискует. В этом смысле я не хочу бросать камень в огород Apple, не будучи Apple-боем. Вот, и я понимаю, что первому вообще всегда сложно, потому что, там совершенно неразведанная территория, и как быстро будут меняться предпочтения, желания и требования аудитории в конкурентном окружении, потому что как только кто-то один скажет, я вышел вперед, другие тоже сразу начнут копировать и подтягиваться, вот, в конкурентном поле будет существовать намного сложнее, и не окажется ли вдруг, что в том виде, в котором нам показали этот Vision Pro в прошлом году, он уже устареет там через 3 года после релиза. Вполне вероятно, так оно и будет. Вполне вероятно. Китайцы начнут штамповать 100%. Условно, вот вчера показывали, типа, апдейтнутый Apple Watch, да, там, типа, для спортсменов очень много функций, там, для велосипедистов и прочее, там, емкость аккумулятора. Я такой, типа, сижу, смотрю, слушаю, да, и я говорю, блин, ребят, у меня все это есть в моих часах от Realme. Это сейчас не реклама, да, просто вот когда мы с ними работали, они мне подогнали свои Pro-часы. У меня есть, значит, трекинг велосипеда, с какой скоростью я ехал, сколько калорий я потратил, значит, по какому маршруту я ехал. Все это, естественно, синхронится с телефоном, как и у Apple. Там бег, прочее. Вопрос еще, да, опять-таки, вот этих самых патентах, да, то есть, извините, мы как-то свалились в этот Vision Pro, да, хотя уже протух инфоповод, но там действительно много всего нового запатентовано. И, возможно, действительно повторить это в патентном виде будет сложно. И с точки зрения юридической, и с точки зрения, ноу-хау. Не обладают там некие компании этим ноу-хау, отслеживание глаз там сложным и так далее. Может быть, действительно в этом будет, некая магия, которая какое-то время на рынке продлится. Но на самом деле, конечно, все довольно быстро копируется, обходится, и это случится. Тут другой вопрос, да, то есть мы вообще в целом массово примем это или нет? Потому что... За такую цену нет. Часы остались аксессуаром. За такую цену нет. Да не факт. Да завтра тебе скажут за $100. Ты посидишь мне неделю, а потом забросишь на антресоль. Возможно, понимаешь? Такой вариант. Такой девайс, он должен быть многофункциональным и как минимум... он как телефон должен быть, это понимаешь? Это психосоматика, понимаешь? Вот это уже психосоматика. Вот каким-то образом оказалось, что вот мы там, еще когда с ветки не слезли, мы вот держали в руках что-то. Наше интеллектуальное развитие происходило через то, что мы в какой-то момент взяли инструмент в руку, да, и начали там бить друг друга по головам. И это осталось. Вот что-то в руке, держимое и управляемое пальцами, оказалось очень хорошо. Часы, как бы мы там их 100 лет не носили, как только оказалась возможность не надевать часы, вот мы поколение первое, да, которое не надевало часы какое-то время, 90-е, там, нулевые. Очень мало людей, кто носил часы. Часы вдруг превратились из необходимости следить за временем, да, в какой-то аксессуар, который, в общем, не обязателен. Мне там родители покупали часы пару раз в детстве, типа, надевай, это прикольно. Я носил, мне неудобно, мне не нравится. Чё я на них смотрю? Время. Как только у меня появился телефон, мне часы стали не нужны. Оказалось, что часы действительно не нужны. И как бы Apple и другие ребята не пытались вкрячить там часы, все равно в целом это нишевой продукт. Потому что в целом это не то, к чему мы прилажены, и не то, что наш организм от нас требует. Сейчас часы у тебя дополняют твой телефон. Вот, да, как дополнение, как навеска, докрутка и так далее. Но вот часы это не то, без чего если ты выходишь из дома без телефона, у тебя физиологически тяжело. Ты просто ощущаешь, что ты голый. Ну да. Чего-то нет. Если ты вдруг не одел часы, ты такой, ладно. Не проблема. А у меня приблизительно так оно и есть. То есть, условно, я часы одеваю, если я куда-то, надалеко если ты забыл часы, выезжаю. Но у тебя есть телефон, у тебя нет ощущения драматической потери, и ты зря выходишь из дома. Это так. Теперь вопрос, будет ли у тебя драматическая потеря, если ты пришел домой и не надел этот самый шлем. Вот будет ли каждый вечер человека, то есть будет ли первым действием человека, он пришел домой, снял тапки, снял ботинки и одел шлем.
я вот не исключаю, что будет. А Потому что я окажется, что сомневаюсь. что-то нативное прекрасно что-то. Ты сомневаешься. Узнаем только за поворотом, когда первый мощный вендор, да, выдаст продукт, о котором как бы прожужжит в уши каждому, и еще через какое-то время, да, он еще опустит его цену до такой, чтобы она стала, ну, грубо говоря, хотя бы один такой девайс на домохозяйство. Тут надо еще учитывать, что это не девайс индивидуальный, почему-то такая высокая цена, это именно что семейный будет девайс. Он специально там аджастится, там легко переключается. Они же показали, да, что ты надел его, он сразу твое лицо считал, пожалуйста, твой десктоп, да, там надел другой человек, считал лицо, его десктоп. Понятно, что это будет как бы устройство на всю семью одно. Не будет там несколько человек одновременно в этом шлеме. На всякий случай на старте. Телефон, конечно, очень индивидуален. Здесь нет. Поэтому цена, грубо говоря, семейная. Но все равно это вопрос, да, и для меня нет ответа прямого. Вот, если у меня есть прямой ответ, что на сейчас телефон не станет игровым устройством, и он для этого, как для массового устройства игрового, не создан, не предрасположен, а вся эта история является больше маркетингом, чем чем-то еще, точно так же у меня нет ответа на вопрос, как мы будем действительно использовать первый массовый, действительно адаптированный под человека, а не являющийся инженерной игрушкой, устройство носимой виртуальной /альтернативной реальности. Вопрос для меня открытый. Мне интересно. Я хочу увидеть, понять. Ну, я думаю, мы это только поймем через пару лет, как минимум, как ты правильно сказал, то, что как только выйдут вот эти вот Apple Vision, да, и посмотрим, насколько они будут востребованы. То есть, если это действительно станет частью нашей жизни, как условно тот же самый телефон, ну, без которого мы, как ты правильно заметил, не можем сейчас объективно, потому что по факту в телефоне сейчас вся наша жизнь, да, это социальные сети, карточки, там, врачи, в конце концов, да, ну, запись к врачам имеется в виду, социальные сети и прочее, то тогда это будет действительно очень сильно развиваться, но, с другой стороны, это еще будет большая конкуренция, условно, у тех же самых кинотеатров, к примеру, да, потому что людям не нужно будет ходить в кинотеатры, когда ты можешь через эти Apple Vision или там какие-то другие, там, Xiaomi Vision, делать себе домашний кинотеатр, вот, создавать себе ощущение, то, что ты находишься в кинотеатре, и смотреть все топовые новинки по каким-нибудь супер-мега-ультимативным подпискам. Мне кажется, здесь опыт, да, ну, грубо говоря, все равно, что бы они там ни говорили, мне кажется, опыт примерно синхронен с просто хорошим, классным домашним экраном, а здесь уже социальный момент. То, чем виртуальная реальность имманентно не может справиться, вот, это она не дает шеринга экспириенса. То есть надо иметь второй девайс, чтобы пошерить свой опыт, да, и оказаться в том же самом месте. Ну, а потом будет типа 2+1 или 2 по цене одного. Что-нибудь такое вот, придумать. Это сложнее всего, да, что у тебя в дома появилось два таких устройства. Это действительно устройство такого эскапизма, когда, ну, например, я никому не мешаю, смотрю кино как в кинотеатре, да, на ушки надел наушники, да, надел это устройство, и ты там в своем мирке. Но если ты хочешь совместного опыта, если ты хочешь со своей замечательной, дрожащей супругой посмотреть вечером кино на большом экране, ну, а еще в процессе вы друг друга будете что-нибудь целовать, делать это в этом устройстве крайне сложно. Вот. Vision друг друга целовать. Vision Да, друг будете друга, целовать да. друг друга Vision. Это будет как-то странно, да. Мне почему-то, когда ты сказал в процессе, я о чем-то другом немножко подумал. Ну, хорошо, подумал, но еще раз, это несовместимый опыт, да, то есть социализация, возможно, вообще любые девайсы, они портят социализацию. Даже если ты с любимой дрожащей супругой смотришь кино, и вдруг тебе что-то крякнуло в телефон, и ты отвлекся, ты ловишь взгляд, типа, мы тут вообще кино смотрим, у нас тут с тобой как бы прелюдия или что? Понимаешь, да, там, и так далее. То есть, как бы в этот момент телефон надо отключать. Уж если у тебя есть, как бы, канал потребления контента, он должен быть общий в этот момент. И это будет телевизор. Если только не придумают какую-то историю, когда там, не знаю, там из одной точки транслируют прямо в глаз, в хрусталик там и так далее. Ну, то какая-то хрень. Зачем? Если есть большой экран, он не портит дом, он всегда как бы доминанта дома уже давным-давно. Мне кажется, это будет еще очень долго. Вот. Большой экран с хорошей аудиосистемой. Слушай, а вот смотри. Но
возможность социализации, в отличие от Vision Pro, где, да, все может быть круто, но социализация будет отключена. Я тебе так, вот мне интересно твое мнение, да, вот у нас есть мастодонты, так сказать, компании мастодонты, которые делают какие-то инновационные штуки. Вот, допустим, ты помнишь, я тебе писал, блин, мне реально хочется сделать обзор на этот телек, Яндекс, да, вот они первые в мире, кто соединил колонку, то есть умный дом, с телевизором. Почему этого Это они интересно так, не... они так написали себе в рекламном проспекте. Уверен, что не они первые, но они, безусловно, Не один из думаю тоже. Я думаю, Я не Samsung знаю, уже есть. я не видел на самом деле ни у кого другого, то есть даже у того же самого Samsung я ни у кого не видел. Я специально потом пошел искать, ни у Окей, ну нет, Xiaomi. что первые. Яндекс молодец, а в чем Не, вопрос? просто у Apple нету телевизора, а так-то, Ну, нет, мне просто это то же самое. интересно, Ну, умный вот, дом это не что-то такое. что ты по этому поводу думаешь? То есть то, что у тебя уже отпадает надобность, да, там в той же самой колонке, когда ты покупаешь телек. Ну, понятное дело, то, что ты покупаешь колонку-телевизор. А если я не хочу разговаривать с телеком, если я Ты хочу можешь с колонкой? Почему? Зачем мне? Так Зачем мне ты телевизор, можешь если я хочу отдельно, у колонку? тебя они, ну, как бы, они и взаимосвязаны, но при этом они могут работать Я понимаю, нет, ты раздельно. просто говоришь, отпадает необходимость. Но вот я, например, хочу купить себе более крутой телевизор, но в нем нету Яндекс колонки, там, вот Яндекс помощника. Или умного дома того же самого. Даже не будем говорить чисто Яндекс, а вот умного дома, да. Яндекс это же просто система. И Ну, прочее. Яндекс это Типа, вот система, я да, в хочу данном случае другой ты телевизор. если ты подключаешь колонку к своему обычному телевизору, то, ну, практически получаешь тот же самый Да, функционал. Ну да. Там, даже не так. за Я просто некоторым подключаю колонку к розетке, и оно работает. Мне не нужен специальный телевизор для этого. Мне кажется, что наоборот, это не очень хорошо. Ну, то есть, не, кому-то это подойдет, да, для того, кто хотел купить телевизор от Яндекса, и его еще развлекает вот эта колоночная система, и у него есть умный дом. Хотя я все еще считаю, что для России эта история лишь баловство для детей. Ну, типа, не оскорбительно, а реально, ну, то есть, колонка — это хорошая штука, вот, чтобы дети там сказки Не, ну от почему неё слушали. баловство? А взрослому У меня, человеку допустим, она умный не дом. особо-то нужна. У меня, допустим, Ну, умный дом. умный Ну, дом, то- что ты лампочки в туалете выключаешь себе? Ну, в России умный дом ты. с- Умный све- дом — это когда, вот как в рекламах Apple, когда тебя Не, звонок, ну- точнее, дверь тебя узнает там и А прочее, там ты это общаешься. все, нет, ты и все это прочее. можешь сейчас, это все делается. Ну, Нет, то это есть, можно сделать, но Ну вопрос, да, в однушке ну, 42 квадрата, конечно, мне надо, чтобы я мог из одной колонки с другой общаться там не, ну, с у кухней, меня которая умный- в 2 шагах у от меня меня. умный дом, да, то есть это свет во всех комнатах, ну, кроме там ванны и туалета, условно. И то я хочу в дальнейшем. Зря. Вот. Как раз в туалете, знаешь, кто-то выключил тебе Такой телефон. плацдарм, буквально, такой плацдарм. Включи обратно! Вот, это только просто... Типа, дорогая, ты купила молоко? Нет. Минус свет в туалете. Потом, что еще? Ну, чайник, кофеварка, вот это вот все, это очень В общем, удобно. да, на ты самом понтове деле. всех нас, и кому-то для satisfaction это нужно, но это опять-таки не У массовая меня история, газовая но- плита, мне не нужна. К сожалению, Яндекс мне не поможет. Не, ну а Ну, чайник? нет, он, там, опять-таки, девайс Ну, может газовый. перегревать Ты знаешь, можно какие там цены на газовый- газ и какие цены на электричество? Посмотри в домовой это есть. Ну, вот если у тебя нет в у квартире меня газа. газа Я нет. тебе могу сказать, Он что разница в 10 раз. Вот Да. литерально 10 раз. Это И правда. поэтому Но это вскипятить просто чайник на отдельный газу разговор. куда дешевле, чем вскипятить чайник на электричестве. Вопрос был, Да. умные девайсы в доме. Понятно, что есть несколько, ну, как бы, ключевых девайсов, в которые можно засунуть, так сказать, функционал коммуникации, да, свойственный, ну, как бы, умным устройствам, которые, как бы, готовы принимать голосовые, жестовые, какие угодно сигналы. И, ну, на данный момент это три, как бы, возможных истории. Это либо телефон, который всегда с тобой, или он очень близко на зарядке. Это либо телевизор, действительно, который, ну, является доминантной дома, и, конечно, он в любом доме, ну, в любом месте не работает, но, как бы, обычно это, ну, половина квартиры, да, в рамках которой можно коммуницировать с этим телевизором. Или это специальное отдельное устройство, которое, ну, сообщается с интернетом и стоит где тебе удобно. Вот. Все остальное, ну, как бы, я не вижу, да, все остальное это уже, как бы, производные, да, вот эти все переключатели умные и так далее, да, то есть засовывать весь функционал Алисы в какой-то умный переключатель нет смысла.
Что еще Но осталось, что есть в каждом доме мне сейчас, кажется, я как не раз знаю. Ну, компьютер телевизор, остался, да. Ну, компьютер, ну там все и теле- так есть. ну, телевизор в современном мире все меньше и меньше становится чем-то важным. Мне кажется, современное поколение уже особо телевизором не интересуется. То есть, ну, Нет, смотри, как бы надо разделять. Люди не интересуются телевидением, и слава но богу, когда ты не говорю я как интересуешься человек, который 20 лет на нем телевидением, отработал. Да, но экран, да, ну, домашний экран доминантный, большой домашний экран для разных целей, ну, ну, есть хотя как да, бы у да, всех так или логично. иначе, или, во всяком случае, в какой-то момент в семейной жизни возникает желание такой экран получить, купить. И, ну, в общем-то, там маркетинг всячески работает, чтобы у тебя такое желание появилось. И, наверное, огромным стимулом, ну, я могу это оценивать на собственных друзьях, в покупке нового телевизора взамен старого, там, замены или покупки хоть какого-то телевизора вместо никакого, был, конечно, стриминг. Стриминговые ресурсы, подписались на Netflix, все вместе по вечерам смотрим. А не каждый в свой телефон уткнулся или компьютер, да, по подписке, а мы на большом экране, обнявшись, и опять-таки целуя друг друга где-нибудь, вот, смотрим В «Ведьмачка». Netflix. В Netflix. Netflix, да. Это стимул, да, туда же могут действительно докрутиться умные устройства, туда могут докрутиться, ну, какие-то вещи, связанные с жестами, с креативностью, в конце концов. А, опять-таки, мы говорим про VR, мы говорим про... Блин, прошу прощения, мы говорим про вот, такие устройства, как Apple. На самом деле, несмотря на весь свой эскапизм, а, хорошо, когда они подключаются к телевизору, потому что тогда ты понимаешь, что видит этот человек. Да? Это как бы повод и опыт. То есть, ну, любой там Sony VR, да, то есть ты можешь, конечно, выключить телевизор, но намного сразу становится интереснее и социальнее, когда человек, который там, в Beat Saber что-то делает, ты все-таки видишь, что он делает, да. То есть у других есть возможность через этот большой экран наблюдать, какой сейчас опыт у того единственного человека, который ушел в этот свой виртуальный мир. И это как-то сразу обогащает пространство и делает это не это не как бы собранием пантомима, да, когда каждый там что-то делает и при этом друг с другом не коммуницирует. Вот это такие, знаешь, немые мимо собрались слепые. А когда прикольно, когда вот кто-то крутит VR, но все наблюдают, что это такое, кто-то там чем-то еще занимается. Такая нормальная социальная жизнь. В этом смысле, ну, как бы, у телека все еще есть возможности. От себя ремарочка. Я там в течение нескольких лет, в последний раз в 2018 году, не так, чтобы давно, ездил на MIPCOM. Не было более счастливых людей на рынке, чем классические телевизионщики, но западные. Почему? Потому что у них оказалось, что если раньше они могли продавать свой контент один раз на телеке, с его ограничениями, всего огромными сложностями по конверсии, потому что невозможно там подвесить линк на как бы с UTM ссылочкой, с очень большими трудностями, да, они вдруг получили возможность сделать контент один раз, но будучи владельцами телевизионных сетей, пустить его в телевизионные сети, пустить его в интернет и так далее. То есть они могут продавать свой контент несколько раз. А интернетчики, люди, которые изначально делают что-то для интернета, ну, в телевизор их никто не пустит, да? То есть у них нет возможности продать свой контент несколько раз, или во всяком случае им придется делиться своей прибылью. Поэтому телевидение в классическом виде, которое как бы все-таки коммуницирует с человеком через большой экран, оно как бы изначально под это заточено, прекрасно себя чувствует в эту эпоху, западная, да, которая ориентируется на потребителя, а не на заказчика сверху, да, который не идеологию гонит, а делает именно какой-то потребительский, зрительский продукт, потому что у нее просто как бы новая эпоха дала ей дополнительный рынок сбыта. Первый рынок сбыта, конечно, уменьшился, но никуда не исчез. Вот, как бы это давным-давно уже вещи взаимосвязанные, взаимопитающие, и как бы взрослое население на Западе вполне себе смотрит телевизор. Просто оно еще из других девайсов тоже прекрасно потребляет контент. А новое поколение нормально, не как бы резистивно относится к телевизору в целом, потому что, ну, из него там не гонится какая-то абсолютная дичь, не будем показывать пальцем, да, вот, и как бы совершенно спокойно к нему относятся как к тому самому большому экрану, на котором можно играть в PlayStation, и играют именно на нем в PlayStation. Ну да, есть такое. Ну, в общем, посмотрим, что у нас там дальше Apple придумает. Но возвращаясь опять же таки к теме вот этого вот мобильного гейминга, я думаю, ну, во-первых, правильно вы сказали, то, что это маркетинговый ход, а во-вторых, все-таки я скажу так.
Я всегда, когда были конференции Apple, я всегда ждал чего-то нового и прорывного. Сейчас я на самом деле ничего такого особо-то и не увидел. И Ты как наконец перестанешь ждать, и ты, когда это случится, а рано или я, поздно я, случится, я скажу вау, порадуешься. да. Да, ждать не Но, надо. на мой взгляд, вот эта вот передовая и прорывная Apple ушла вместе с Стивом Джобсом. Потому что, ну, О, все-таки, когда мне кажется, был он, прозвучит та самая струна, на которой все любят бренчать, да. Ностальгия. вот, Ты мне скажи в ностальгическом ключе следующий, подводя итог этой мысли, если можно. Я просто уже пытаюсь убежать, честно говоря. ну, А, Какое количество ты и Паша больших игр прошли на вашем телефоне? Или перепрошли, там, 0. скачав их? 0. Я не помню. Вот. Я, по-моему, что-то играл, но чтобы прям прошел. Я с какими-то дикими трахами и мучениями, не в смысле опыта игрового, честно говоря, нормально сделали. Вот прям респект. Именно потому, что было очень долго и сложно под тырками-пырками играться таким образом, я прошел первый Котор. Вот я заставил себя, закусил всеми способами и перепрошел первый Котор на как бы телефоне. Зачем я это делал? Потому что я подумал, вот сейчас еще выйдет второй, и я в него поиграю. Во второй я даже уже не играл на телефоне. При этом на PC у меня он как бы стоит, и я даже когда-нибудь его допройду. Вот и все. То есть на самом деле это ответ на вопрос. Да, мы самые мотивированные геймеры. Ну, у нас сложно найти нас, наше поколение в целом, более мотивированным геймером. Вот, и мы в это там не готовы играть. Ну, при этом готовы играть на других платформах. Тут еще момент, что вот именно тебе нам надо будет приобрести особенное устройство, Ну на да. которое еще и стоит недешево, чтобы Не, ну на нем сейчас условно поиграть. iPhone, на котором можно поиграть в хорошую игровую классику, ну там переизданы все Baldur's Нет, Gate, ну, если мы говорим конкретно есть про такие. Resident Evil, да, то есть нам придется приобрести дорогое устройство, чтобы поиграть в игру, которую мы даже уже играли, поэтому, да, для нас это звучит абсолютно бестолково, типа, зачем это? Зачем это вообще существует? Не, если они в дальнейшем, к примеру, да, то есть, ну, условно, Мираж, опять же таки, выходит уже в следующем месяце, но если в дальнейшем на iPhone 15 Pro Max будут выходить в один день там следующие тайтлы, то тогда имеет смысл. То есть, условно, если люди постоянно нет. находятся в дороге и там, ну, бизнесмены, но есть бизнесмены, которые любят поиграть в игры, то для них имеет смысл. Считай плохие бизнесмены, да. Они должны другим Вот. заниматься. То тогда имеет смысл. А если типа вот, ну, через полгодика выйдет, то тогда да, тогда уже нету смысла. Да нет, но это просто как тебе на презентации людям показать, что ты вставил в свой телефон очень мощный графический чип игры. Показать игры. Вот показали Почему, игры, всё. Всё. почему это не Что- показать на, я не знаю, видеоредакторе каком-нибудь или, к примеру, Зачем на так телефоне? не так весело. О чем ты? О чем ты? Это консюмерская исключительно презентация для людей, которые будут стоять в очереди за айфоном. Это не история, не задротская история. Вот именно этот телефон должен продаваться начиная вот от бизнесмена и заканчивая, его должен хотеть подросток. Буквально каждый человек на земле должен хотеть твой телефон. Ты будешь продавать его редактором каким-то? Нет. Ты покажешь Fortnite в конце концов. Ну или вот они в данном случае... Ну, Fortnite они не могут показать, потому что они не дружат Ну очень да. сильно с эпиками. Вот. Но вообще показать Fortnite было бы Могли прям... колду показать или Колда тоже Apex. не то. Ну и колду, видимо, сложнее. Все-таки Capcom Прецедент и... случился. Мобильный Да. гейминг всегда чуть-чуть опаздывал, и это было нормой. Теперь Apple сказал, мобильный гейминг больше не опаздывает. Да, это все еще относится к топовым устройствам, но это топовые консюмерские устройства. Это не специализированный девайс, это не девкиты какие-то. Это устройство, которое может купить каждый, если будет голодать несколько месяцев. Вот, но тем не менее. И Ну как да. бы все, подравнялись и бегут теперь вровень. И как этим воспользуются в первую очередь разработчики, для меня интересно. То, что никакой массовый геймер за этим не побежит, для меня факт.
разработчики могут из этого сделать интересные выводы. Это новый как бы аргумент для них, для того, чтобы еще раз посмотреть на эту платформу, как-то с ней поработать, подумать, взвесить и так далее. Но отдача не бывает быстрой, да. Я думаю, что серьезная отдача от того, что мы увидели вчера, с точки зрения игрового рынка, случится год через 2. Им, кстати, Тут опять же и вопрос насчет вровень, да, то есть мы пока только увидели презентацию, а насколько они там будут вровень выглядеть, то есть насколько оно будет такой же экспириенс, как, например, на консолях, там, на PS4, или это будет, или хотя бы Switch, да, у нас мобильный Switch. Понимаешь, что вот если они показывают, что оно вот так, оно всегда вот так. Я еще ни разу не помню, чтобы было Не, иначе. просто вот Все работает как сейчас мысль хорошая в голову пришла. При таком раскладе, то ты должен тогда свой iPhone Pro Max, да, 15 Pro Max, подрубать к своей супер крутой плазме, подрубать к нему по Bluetooth геймпад и играть. Ну, то есть, типа, такая функция тогда должна быть у тебя. К примеру. Но они... Нет, это речь про мобильный гейм. Подкаст на очень большом извращении, да, это классно. Тут показали именно мобильный гейминг. Тут подразумевается, что ты будешь играть в Resident Evil на мобильном телефоне, а не подключать его к чему. Nintendo Switch — это мобильный гейминг. Портативный. Но... Это портативка. Это не мобильный это разные гейминг. вещи. И они делают под свою консоль отдельные игры. То есть у них отдельное подразделение для... Ну, то есть они партнерятся, конечно, но и игры делают. Ну, просто это другая бизнес-модель, да. То эти продают девайсы, да, те продают игры. Друзья, да, давайте уже будем заканчивать, а то у нас достаточно длинный подкаст получился, но на самом деле интересный. Порежь, не будь, как говорится. Ну, я подумаю, я подумаю. Ну да, надо на Starfield и на этот отдельно просто порезать, и будет нормально. Ладно, спасибо. Давай. Спасибо всем. Пока-пока, ребята. До нового выпуска. Всем пока.